Второй полный метр Кубрика был попыткой в такой мейнстримный на тот момент жанр, как нуар. Картина «Поцелуй убийцы» перед выходом поменяла несколько названий, как, например, «Kiss me, kill me», «Поцелуй меня, убей меня». И все равно, на мой взгляд, это название не отражает сути происходящего на экране. «Поцелуй убийцы» звучит пошловато, как и все названия нуар-фильмов того времени, что, скорее всего, было сделано намеренно. В этом фильме Стэнли использует свои наработки из «Дня боя», своего первого короткометражного фильма, и возвращается к своей любви к боксерской тематике. Есть три классических типажа. Боксер-неудачник, роковая женщина, которая неизбежно приводит героя к неприятностям, но и влиятельный и злой гангстер, с чувством собственничества по отношению ко всему, что его окружает. Но структура у фильма необычная на тот момент, что-то в духе гражданина Кейна Уэллса. Повествование идет через один большой флешбэк. Главный герой, Дэйви Гордон, боксер-ветеран, стоит на платформе, ожидая поезда. И мысленно, закадровым голосом, переносит нас в события, случившиеся 2 дня назад. Если вкратце, по сюжету, и не вдаваясь в интересные детали, то это классическая нуар-история о боксере, который вписывается за женщину гангстера, а тот ее унижает и всячески до нее домогается. Гангстер, Винс, отправляет братков отделать Дэйви как следует, но те случайно убивают его менеджера. Затем Винс похищает девушку, Глори, чтобы та не могла убежать от него вместе с боксером. Дэйви находит их, но фейлится, и огребает от гангстеров. Женщина предает его и просит Винса не убивать ее. А этого боксера она вообще знать не знает, уж тем более не любит. Дэйви освобождается и выпрыгивает из окна одного из промышленных складов мегаполиса. Идет довольно атмосферная погоня по пустынным крышам города. В конце герои попадают в мастерскую по производству манекенов. Причем все манекены — это женские тела. Здесь и состоится крутейшая сцена боя между Винсом и Дэйви на горе манекенов женских тел. В духе фильмов про гладиаторов один вооружен погром, а другой пожарным топором. В конце нас ждет коммерчески успешный хэппи-энд. Флэшбэк заканчивается, поезд отходит, сквозь толпу к Дэйви пробивается Глория, они обнимаются и целуются. Но внимательный зритель заметит, что у женщины нет чемодана, и, возможно, это намек на то, что она никуда с ним не поедет. На первый взгляд, классический нуар для любителей нуара. Но в нем есть интересные детали и, как мне кажется, даже некая идея пустых полых людей, людей-манекенов. Как и Дэйви, Глория — представительница профессии индустрии развлечений. Она танцовщица. В фильме даже есть кадр, намекающий на похожесть боксеров и танцовщиц, когда показывают плакаты боксерских поединков и рядом плакаты танцевальных конкурсов, на которых изображены красивые женщины и мускулистые мужики. Несколько раз камера останавливается на пластиковых игрушках кукол в доме Глории и на рынках нью-йоркских улиц. И, наконец, это финальное сражение на горе манекенов женских тел. О чем хотел сказать автор? Но, скорее всего, Кубрик подчеркивает некую пластмассовость жизни людей, зарабатывающих своими телами. Они, подобно бабочкам-однодневкам, такие яркие, но такие хрупкие и несчастные, за счет скоротечности своей жизни. Дэйви Гордон – боксер на завершающем этапе своей карьеры. Он проигрывает последний свой бой, покадрово копирующий короткометражку «День боя». Диктор говорит, что у Гордона есть 2 слабости – проигрывать каждый важный бой в карьере и хрустальная челюсть, что вообще достаточно странно для боксера. Глория – танцовщица, но при этом всю жизнь была в тени своей более успешной балерины сестры, которую больше любил отец. За что-то она ненавидела ее, и этот комплекс привел ее в этот танцевальный бизнес. Оба персонажа лишь играют несвойственные им роли, являясь при этом абсолютно несчастными. К актерам, исполняющим главные роли, была претензия критиков. Мол, персонажи не сопереживаешь, и вообще их эмоции неестественные и сухие. Но может быть в этом и смысл. Недаром сам Кубрик вырезал сцену, где Дэйви и Глория идут вместе на свидание и признаются друг другу в любви. В целом, за счет пары интересных сцен смотреть можно. Этот фильм снят на черно-белую пленку при естественном освещении, наполнен подобными кадрами уличной съемки Кубрика, времен работы фотографом в журнале. Музыка и звук опять записаны поверх картинки. Есть одна довольно изобретательная сцена, снятая целиком на негативную пленку. Это сон Дэйви после его поражения на ринге. В сценах погони за Дэйви денег на массовку не хватило, но от этого индустриальный квартал города выглядит еще более мрачным и сюрреалистичным. Автор идеи — Сам Щит. Текст читала Хижина П.